Друзья, давайте начнем тогда. И начнем сегодняшнее наше занятие мы неожиданно для меня с разбора домашнего задания. Итак, первое у нас с вами задание, оно было посвящено созданию вот примерно такого паттерна. Ну, если его нарисовать в плоскость, это некие такие повторяющиеся, ну, кружки, полукруги, да, а в объеме это полусфера. На самом деле многие это задание сделали. Здесь принципиальным моментом было получение правильной вот здесь окружности. И с этим на самом деле справились не все, потому что, ну, многие схитрили и попытались сюда подсунуть там синус, параболу, ну, что-нибудь из тех функций, которые мы с вами смотрели, а на самом деле нужно было все-таки сделать, и это выглядело по-другому. И на самом деле полный балл мы за это не ставили. Нужно было построить окружность. Какая должна была быть логика размышления на тему того, как получить вот примерно вот функцию некоторую, да, если рисовать сейчас, абстрагироваться, вот рисовать одну окружность, которая, условно говоря, будет выглядеть вот так. То есть, если это x, это y, то у нас здесь единица, то есть при x единица, при x единица здесь должен быть 0, и здесь, ну, как бы окружность, да, то есть это не та форма, не такая же форма, как если мы параболу здесь построили, синус, то есть она отличается, в первую очередь тем, что у нас вот здесь, если касательную построить, да, то есть она вертикальная, здесь горизонтальная и так далее. Логика примерно размышлений следующая. Что нужно? Нам нужно выявить формулу, как зависит здесь для каждой точки, которая на этой окружности расположена, как зависит y от x. То есть мы берем точку, вот ее координата x, вот ее координата y. Ну и здесь нам нужно было сделать следующее, то есть построить прямоугольный треугольник. А в этом прямоугольном треугольнике один катет это x, другой катет это y, а гипотенуза это радиус нашей окружности, в данном задании сферы, то есть некий r. Это известное число, то есть это параметр просто ваш. Да? Он может быть там, например, равен просто единице. Тогда мы можем с вами записать вот такое выражение, что x квадрат по теореме Пифагора, да, сумма квадратов катетов равна квадрату гипотенузы. Вот такое выражение. И отсюда найти y. То есть у нас y квадрат равно r квадрат минус x квадрат. И тогда y равно корень из r квадрат минус x квадрат. Собственно, если r равно единице, например, то получается вот такая формула. То есть на вот этом участке вот такое выражение даст идеальную, ну, четверть окружности. Соответственно, ну, кстати, для отрицательных же тоже все будет нормально, да, поскольку здесь x возводится в квадрат, то на самом деле в диапазоне, да, от минус единицы до единицы мы получим как раз ровно то, что нам нужно. Смотрите, это мы в плоскости разрисовали. Теперь следующий как бы логический шажок, который нужно было сделать, понять, каким образом, по сути, нам нужно в объеме получить тело вращения вот этой вот истории. Мы с вами на прошлом занятии, если я не ошибаюсь, обсуждали тоже, каким образом к этому всегда можно подступиться. То есть, если мы хотим всегда получить некую радиальную симметрию с вами, да, относительно какой-то оси, мы просто для какой-то точки берем не ее координаты, а расстояние от центра. Да, то есть, ну вот некий, я не знаю, давайте как-то P как-то обозначить. Пускай это будет P некоторая, то есть это вот эта длина. Подставляя вместо вот этого x квадрат, то есть мы по сути получим вот такие вот вещи. Для вот этой точки будет вот такая история. То есть получим тело вращения. То есть для всех точек, которые лежат на вот какой-то окружности, картина будет симметричная. Давайте проверим просто это в Houdini. Ну, то есть, а после того, как мы построим вот эту саму сферу, дальше я думаю, что, ну, на самом деле вопросов по тому, как ее раздублировать, я думаю, что ни у кого уже особо не было. Ну, как-то он не интерактивный немножко все-таки. Сразу в объеме тогда собираем, да? Что мы делаем? Считаем длину вектора p, дальше вычитаем ее из некой константы, от которой будет зависеть радиус нашей сферы. То есть вот эта единица, это радиус нашей полусферы. В принципе, мы можем сейчас здесь просто сделать 1, а вообще говоря, это может быть параметром. Так, нам надо в квадрат еще возвести, да, не забыть вот эту историю. Возводим в квадрат.
единицу, особенно единицу важно завести в квадрат, да. Ну, поскольку это может быть не единицей, то так. И дальше вычли, считаем корень квадратный, square root, square t функция. И вот это значение мы, по сути, можем вот этот вектор смещения, да, наш сформировать в y-координату, добавив это значение, и просто теперь сложить с p. Так. И вот у нас с вами получилась полусфера. Собственно, два момента. Первое — это вспомнить теорему Пифагора, да, и определить правильно нужно было вот эту зависимость, да, как зависит y от x, что это не параболическая, не синусоидальная зависимость, а именно вот такая вот хитрая. Второе — это вспомнить, что как нам получать симметричные относительно некой оси, да, картинки. Это когда мы в аргумент функции подаем вместо координат точки расстояние от центра. Получаем всегда какую-то вот симметрию. Ну и последнее, что нам осталось сделать с вами, это, собственно, зациклить всю эту историю, да, и здесь что мы сделаем? Что? Остаток отделения, да? Не знаю, смотрите. Ну, тут, да, нужно смещать. Так. Какой-то прибавить, видимо, здесь нужно, да? Constant. Так, а почему вот здесь интересно получилось, что нужно сдвигать на минус единицу? Здесь можно было. Ну тут тоже минус единица. Вот. Диаметр 2. Диаметр 2, да, диаметр. Если хотим расстояние между ними увеличить, то просто вот остатки отделения, да, увеличиваем делитель. Так, это первое. Вот такая картинка. Прокомментируешь, может, Миша, именно логику рассуждений? Анализируя, на самом деле, этот паттерн, который мы видим, то есть если не смотреть на сами ребра, которые получаются, а попытаться посмотреть, какие это пересекающиеся функции, то мы можем увидеть, что это, по сути, набор таких, почти трубочек, направленные вот так лежащие и вот так лежащие, которые просто лежат друг в друге. Причем трубочки вот такие какие-то, профиль да? у них не круглый, а такой немножко искаженный. Ты имеешь в виду, что вот как бы идет вот одна, да? Вот одна вот идет одна, да. линия, вот другая линия. Видите, да? И они просто лежат друг в друге, если вот модель сделать. То есть по максимуму как бы они сложены, да? Собственно, вот наш рисунок. Эти цилиндры, про которые Миша говорил, вот он первый, вот он идет, видите, да? Как бы вот его сечение вот такое. Точно так же идет поперек. Ну и когда мы так разрисовали, здесь становится примерно видно, какой профиль должен быть, да, вот этих функций, которые нам нужно построить. То есть если мы как бы плоскостью посечем, мы начинаем видеть какую-то вот такую историю. Ну и вот это, на самом деле, тут варианты возможны, то есть что это? Может быть синус апсом, да, инвертированный, да, то есть, грубо говоря, вот такой, который апс взяли, вот он, либо это парабола через фракшн, да, через мод тоже пропущенная и зацикленная. Наверное, проще всего синус. Как из синуса получить в объеме вот такую вот историю, да? Это даром просто получится, потому что у нас, если мы не будем вводить зависимость, то есть если у нас вот это x, а это y, да, а это ось z, если у нас не будет зависимости от оси z, мы, помните с вами, да, когда переходили от сплайна к гриду, да, у нас автоматически гармошки вот эти получались. То есть тут просто ничего не нужно делать. Собственно, нам нужно две таких штучки построить в перпендикулярных направлениях. Они будут абсолютно одинаковые, только одна будет зависеть от z, вторая от x. И дальше просто посмотреть, как их скомбинировать. То есть тут варианты возможны. Можно попробовать поскладывать, можно максимум, да, можно микс и так далее. Берем синус. Значит, здесь нам важно с вами зависимости от нужной координаты, да, поэтому вытаскиваем сначала x координату, вкладывать будем с p и смотреть результат. Так, не забыть добавить apps. Так, вот уже похоже. Ну и зависит, наверное, контроль частоты какой-то тоже не помешает. И амплитуды можем
добавить два мультиконста, да, до и после функции. Тот, который до мультипликатор аргумента, как мы помним, у нас регулирует частоту. Это у нас амплитуда. И теперь что мы делаем? Дублируем всю эту конструкцию и делаем зависимость по перпендикулярной оси. Да. Можем посмотреть, как это будет выглядеть. Будет то же самое, только вот таким образом. И теперь осталось просто скомбинировать два этих офсета. Тут варианты возможны, разные, но давайте попробуем, что нам даст максимум. Например. Ну, а что будет, если сложить? Давайте посмотрим. Будет другой рисунок. Но у нас рисунок тоже сейчас не совсем такой, как нужно получился. Угу. Ну, на самом деле можно, я так понимаю, вот тут, да, взвести в степень. Да, да. Угу. Ну да, то есть дальше, чтобы сделать это все больше похоже на то, что у нас получилось. Ну вот. Что-то такое, да? Ну и самое интересное, это плетенка. Если мы разобьем это на клеточки, то мы увидим, что вот эта вот линия занимает две клеточки, если на равные клетки. Потом по одной клеточке идут вертикальные. Ну, то есть как бы всего вот период вот этой линии занимает 4 клетки. И если даже просто провести синус, то есть у него вертикальная часть будет на 2 клетки идти, потом негативная, которая идет под этими, в принципе, в жизни они так и переплетаются. То есть идет синусоида, которая вверх поднимается здесь, потом проходит под вот этими. Потом опять вверх выходит. Предположим, что мы каким-то образом уже сделали как бы вот такую линию, которая вот так вот идет. Да, и очевидно, что нужно то же самое сделать по вот этой оси. Если мы их просто, опять же, как вот в предыдущем примере, сложим максимумом, то все негативные стороны пропадут. Здесь положительная часть лежит поверх отрицательной. Здесь тоже положительная часть. То есть они вот будут две положительные лежать поверх отрицательной части. А смысл в результате в том, что эта вся история декомпозируется как бы на две, которые на два паттерна взаимно перпендикулярных, которые абсолютно одинаковые. Первый паттерн это вот, ну, условно говоря, вот, вот понять, эти штучки, да, а второй это вот эти. Выглядит. И дальше, то есть если мы как бы со вторым разобрались, что он будет такой же, как первый, то, собственно, с первым мы разобрались еще не до конца. То есть мы поняли, что это синус, но синус как бы он для одной ячейки идет в одном месте, а потом сдвигается на четверть своего периода. И так как бы, ну, 4 раза. А потом он опять, ну, тот же самый. Вот но еще важна ширина полосы, да, вот этой. Да, то есть, ширина как ее полосы правильно должна быть определить. равна четверти этого периода. Если мы нарисуем такие клеточки, ширина клеточки это как раз вот четверть того периода, который мне нужен. И вот верхняя часть синуса, вот если мы возьмем, допустим, вот этот элемент, да, он у нас вот здесь. Потом вот этот элемент сдвинут на одну клеточку влево просто. То есть на четверть периода. Вот этот еще на 2 влево сдвинут. Ой, ну на одну, относительно этой на 2. Ну и как бы последнюю часть тут у нас клеточки кончились, тут половина здесь уже начинает торчать. И потом все это повторяется. То есть это я нарисовал синус положительный в этих местах. Все, что белые клеточки остались, там этот синус отрицательный. Осталось сделать этот паттерн. То есть нам нужно понять, как эта функция выглядит в 2D. То есть у нас по оси вот этой функция выглядит, ну то есть если вот, допустим, вот срез вот здесь, допустим, взять, то она будет выглядеть вот так как-то. Для оси вот этой она будет сдвинута и выглядеть как-то вот так. То есть когда вот положительная часть будет вот здесь. И так далее. Величина вот этого сдвига варьируется по вот этой вот оси. Нам нужно вот здесь вот просто, ну, то есть насколько сдвигать функцию. Теперь берем наш синус, который у нас, ну, допустим, вот эта вот ось, обзовем ее, будет это x, а это z, например. Соответственно, синус у нас варьируется по x. Нам нужно выбрать его период так, чтобы он удовлетворял нашим всем этим клеточкам.
И вот здесь ближе к концу выбрать амплитуду этой функции. Начнем с амплитуды, чтобы он был не очень большой. А период нужно, чтобы период у синуса был равен 4 клеточкам. Период у синуса он равен по умолчанию 2π. Если мы вот этот x, который подаем, разделим на 2π, то период автоматически станет равным единице. После этого мы можем умножить вот это вот значение, которое мы получаем, на любую величину, период, который мы хотим получить. Ну, то есть, если нам нужно, чтобы период синуса был равен 4 в данном случае, то нам нужно x умножить на 2π и разделить на 4. То есть у нас, да, когда x будет равен единице, то есть вот на вот этом промежутке, вот если это 1, то вот это значение будет 2π. То есть он как бы успеет уже здесь полный оборот сделать. А потом мы ее, деля на 4, по сути, как бы растягиваем до нужного нам значения. Поскольку это все у нас сейчас константы, чтобы количество нот не плодить, эту операцию можно сделать одним значением. То есть нам нужно число, на которое нужно домножить наш x. То есть мы вот эту вот нашу всю формулу можем, вот эту вот формулу, переписать как x, умноженный на число 2π, деленное на 4. На вот это число домножить x. Ну, то есть π пополам, по сути. То есть вот у нас сейчас варьируется вот, от 0 до 4. То есть вот клеточка равна единице, соответственно, вот здесь возникает, полный период он совершил и пошел опять наверх. Нам это довольно мелковато, то есть лучше, чтобы он, там, допустим, за 2 клетки это сделал. Одна клетка вверх, одна клетка вниз. Либо, чтобы это нашим рисункам изначально соответствовало, можно сделать вот так. То есть просто за метр он полный период совершает. То есть тогда, если мы говорим про четверть, сдвигается, то у нас ровно на 0,25 все смещения должны быть сделаны. Четверть дела сделано. То есть нам нужно сейчас сместить вот эту функцию в зависимости от того, как варьируется z. То есть вот когда мы смещаемся на четверть по оси z, нужно сместить эту функцию тоже на четверть. Единственное, что тут важно, что пока мы идем по оси z, допустим, находимся где-нибудь вот тут, либо вот здесь, значение вот этой функции, которая зависит от z, не должно меняться. Мы проходили тоже на прошлом занятии. Это округление делается. Да, тут округлением, либо флор, что-то из... То есть, если мы просто начнем сейчас z округлять, у нас будет ширина полосок неправильная. Она будет не 0,25, а она будет по единице. Потому что все числа в пределах от 0 до единицы будут округляться просто там до нуля. И вот тут сейчас как бы будет небольшая хитрость, как побороть. Как вообще сдвинуть эту функцию? То есть нужно просто вот это число, которое мы подаем, вот этот x, который мы подаем в синус, с чем-то сложить. Это что-то, это у нас находится в оси z. То есть можем для начала просто, вот здесь, когда вы общую логику понимаете, можно на самом деле действовать и уже просто соединяя и смотреть, что получается. Допустим, вот z мы складываем с этой осью. У нас получается сдвиг. Недостаточно резкий. Значит, чтобы он стал резче, нужно его на что-то там умножить, на какую-то величину. Если мы ее увеличим, он будет тем резче. Но он всегда плавный, потому что он меняется для каждого значения z. Если мы здесь вставим округление, а лучше флор, то он будет меняться для целых значений. Вот тут, кстати, как раз умножение здесь до флора и после флора будет давать разные результаты. То есть умножая до флора будет давать ширину полоски нашего, то есть в нашем случае это 4. А после флора будет давать как раз величину сдвига. То есть вот при нуле никуда не сдвинуто, а далее начинает сдвигаться. И мы можем даже просто на глаз подобрать то значение сдвига, которое нам нужно. То есть мы знаем, что через 4 полоски, если вот посмотреть на исходную картину, вот этот элемент стоит через 3 полоски на своем же месте. Мы можем просто визуально это подобрать даже. То есть изменяя вот это вот значение. На самом деле, если сложить, то есть, может быть, лучше эти операции делать до умножения. 25, скорее всего, даст то, что нам надо. Чуть-чуть поменьше сделаем амплитуду этой картины. В исходной задаче там вот это возводилось в степень, но в принципе, если не возводить в степень, она даже еще больше будет на плетенку похожа. То есть у нас есть функция, которая образует половину нашего паттерна. И вот тут, мне кажется, удобнее было бы сильно оперировать уже с ней как с единым целым.
Ну, то есть это будет просто визуально более наглядно. Если мы засунем это все в subnetwork, то у нас есть некая функция, которая зависит от двух параметров, x и z, и которая выдает результат в синус. То есть если мы ее просто скопируем и не будем даже туда залазить внутрь, и просто подставим другие значения вот здесь, поменяем их, например, поменяем местами, и посмотрим на результат, то мы эту функцию развернули по другой оси. То есть теперь она у нас, синусы идут по z, а сдвиг идет по x. Если мы просто сейчас, они сейчас не сойдутся, но просто вот максимумом их объединим, то получим каким-то образом скомбинированную плетенку. Но поскольку у нас они друг с другом еще не выровнены, они получаются неправильными. В принципе, в реальной работе такие вот, когда нужно что-то сдвинуть на сколько-то или умножить на сколько-то, очень часто можно просто подбирать и посмотреть, что получается. Как бы и все. Сегодня у нас по плану было разобрать еще несколько функций, инструментов, которые используются когда нам нужно различные тоже делать паттерны, в том числе, если мы какие-то процедурные делаем дисплейсменты и так далее. И мы просто сейчас по ним пройдемся по порядку, а потом попробуем собрать, наверное, какой-то уже пример, где все это будет использоваться. Первое, про что хотелось бы проговорить, это про скалярное произведение векторов. И каким образом его можно использовать для получения различных интересных масок. Смотрите, если у нас с вами заданы два вектора каких-то, а и b, и между ними какой-то есть угол, то скалярным произведением оно обозначается у нас вот так, или у нас в английской терминологии это dot, AB, называется число, которое равно вот такому выражению. Произведение длин векторов на косинус угла между ними. Соответственно, если у нас вектора и b нормализованные, их длины равны единице, то тогда это выражение упрощается до вот такого, что скалярное произведение равно просто косинусу альфа. Ну а когда нам известен косинус альфа, мы, взяв от него арккосинус, обратную операцию, можем получить сам альфа. Смысл в том, что вычислив скалярное произведение, мы по сути можем определить угол между векторами. Если у нас результат нашего скалярного произведения нормализованных векторов получился равным единице, это значит, что косинус принимает значение единицы, когда альфа равен нулю. Это значит, что эти два вектора просто сонаправлены. Наоборот, если у нас получилось с вами так, что скалярное произведение равно нулю, это значит, у нас косинус принимает значение нуля для угла 90 градусов, это значит, что у нас два вектора ортогональны. А удобство заключается в том, что скалярное произведение очень легко вычисляется через координаты векторов. То есть, если у нас вот этот вектор, его координаты ax, ay, а вектор b, его координаты bx, by, то тогда формула такая, то есть скалярное произведение равно сумме произведений с соответствующих координат ax на bx плюс ay на by. Грубо говоря, если у нас есть с вами два каких-то произвольных вектора, как-то расположенные, и мы знаем их координаты, мы всегда можем вычислить по этой формуле скалярное произведение, взяв от него арккосинус, получить угол между векторами. Собственно, Гудини, он так скалярное произведение, судя по всему, вычисляет именно вот по этой формуле. Если у вас два вектора есть, он всегда может его вычислить. Ну и здесь легко проверить, например, что действительно получается то, что нужно. Например, смотрите, если у нас два ортогональных вектора, такой, да, это у меня вектор А, у него координаты 1, 1. А вот это вектор b, у него координаты получается минус 1, 1. И давайте, мы видим, да, что они ортогональные, давайте проверим, что действительно по этой формуле скалярное произведение будет равно нулю, как и должно быть. А просто по координатно перемножаем ax на by, единица на минус единицу, плюс ay на by, единица на единицу. Тут получилось минус единица, плюс единица равно нулю. В данном случае, видите, действительно, вот эти вектора не нормализованные, то есть у них длины не равны единице. Но для ортогональности здесь это уже не важно. Да, они могут иметь разные длины, да. Значит, как эта история используется? Ну, собственно, для определения направлений между чем-нибудь. Самый простой пример, и в шейдинге это довольно часто используется, это создание так называемого вот этого facing ratio, да, то есть когда у вас есть какая-то, например, кривая поверхность, и мы тогда можем считать скалярное произведение между, например, нормалью и осью вертикальной, осью y, да, то есть вектором вот таким 0,1. Ну и понятно, что будет происходить, то есть, допустим, можно здесь 3 взять случая, да, что может происходить, это y. Это у нас наша нормаль. Здесь угол 0, здесь получится у нас единица. Да? Здесь угол 90 градусов. Это значит, что скалярное произведение нормалей
у нас будет равно нулю, ну а здесь будет что-то промежуточное там для 45 градусов. Да, это там корень из двух пополам. То есть, грубо говоря, если у нас есть какая-то геометрия, рассчитав скалярное произведение, нормалия с вертикальной осью, мы можем получить маску, которая будет меняться от нуля до единицы в зависимости от того, куда как бы смотрит наша поверхность. Вот для таких задач, как там создание всяких засаживания растительностью, например, да, когда у нас есть какие-то камни, да, и нам нужно заскаттерить, например, траву или там цветочки. Не очень правильно, если эти цветочки будут вот здесь тоже вот так вниз головой расти, да, то есть нам это не нужно. И в этом плане нам нужно определить области, скажем так, которые смотрят, ну, к солнцу, к небу обращены, да. Раньше, до того, как мы вот этого не знали, мы могли, конечно, пользоваться. Ну, у нас есть в ноде групп, там возможность тоже добавлять в группу полигоны по направлению. Но это как бы не очень хорошая штука, потому что это жесткая, там всегда есть жесткая граница. То есть вот полигон добавлен, здесь уже ничего нет. А рассчитывая вот эту маску, мы именно мягкую маску получаем, да, которая здесь яркая белая, здесь, если уклон стал сильнее, она как бы стала более серая и так далее. И заскаттерив точки по такой маске, мы получим, соответственно, в тех областях, которые максимально направлены кверху, больше точек, где уклон сильнее, там меньше, а в этих областях будет по нулям. То есть, по сути, просто для определения областей, где у нас есть уклон какой-то. Если мы, например, хотим для нашей задачи, например, которую мы сейчас попытаемся, может быть, сделать со снегом, да, когда у нас будет, условно говоря, профиль какой-то снега, да, то есть дорожка, здесь сугроб, а здесь будет какой-то, например, уклон. И мы, например, с помощью dot-продукта этот уклон можем выявить и, например, проявить здесь какой-то noise, который нам здесь сделает какие-то куски дополнительные. Там. По большому счету нам здорово, чтобы у нас были нормали. Наверное. Дальше накидываем point wop. И здесь считаем dot product между нормалью и вертикальной осью. Она уже здесь указана. Мы по большому счету можем сразу это в C запихнуть. Вот я отключу свет, и вот видно, да, что у нас полигоны, которые смотрят вниз, они стали черными. Которые смотрят вверх, стали белыми. Это если мы теперь накинем scatter, да, и здесь density attribute сделаем, например, CD. Вот у нас заскаттерились точки в нужных нам там областях, можем с этим что-то дальше делать. Смотрите, мы собрали вот эту историю, и здесь у нас возникли ряд сложностей, связанных с тем, что выходной диапазон у нас сейчас от минус единицы до единицы, и по большому счету это, возможно, не совсем то, что нам нужно, да, с вами. То есть, например, если мы это подаем в цвет, то очевидно, что отрицательные значения, ну, не слишком актуальны, то есть хотелось бы привести значение вот этого выхода, да, вот то, что здесь получается, к новому какому-то диапазону. Мы с вами знаем, как это делать, ну, то есть, я думаю, вы догадываетесь, что можно там просто с помощью простейших арифметических операций это сделать, там, добавив, да, какое-то значение и домножив, может быть, тоже на какое-то число, но это все несколько муторно, а есть просто в Houdini специальная функция, которой, я думаю, многие из вас пользуются, которая позволяет приводить диапазоны переменной, ну, то есть, ее исходный диапазон к какому-то новому, который нужен нам. Эта функция называется fit. Давайте быстренько разберем, как она работает тоже. У нее вот такой синтаксис, 5 аргументов, переменная, которую мы, диапазон значений, который мы корректируем, old min, old max, так называемый, это исходный диапазон, в котором она меняется, и new min, new max. Значит, как это работает? Здесь можно вот такой рисуночек нарисовать. Представим, что у нас есть некая переменная, которая вот, ну, принимает какие-то значения, там, да, 0, 1, 2, принимает какие-то значения. Допустим, мы вот запишем вот такое выражение, что fit, наша переменная, да, начальный диапазон ее значений, например, 0,2, а новый диапазон 1,4. Что произойдет? Как отмэпится ее значение? Ну, очень просто. То есть 0 перейдет в единицу, то есть как 0 станет у нас единицей. Двойка перейдет в четверку. Ну а все промежуточные значения как-то пропорционально распределятся вот в этом новом диапазоне. То есть, видите, у нас не только диапазон сместился, мы его можем еще расширить, сжать, то есть единица в данном случае окажется здесь где-то вот посередине, вот здесь, и все значения распределятся пропорционально. Соответственно, мы можем здесь вообще менять местами, например, если мы напишем fit переменная 0,2, 3,1, то есть так тоже можно делать. Соответственно, 0 у нас
перейдет в тройку, двойка перейдет в единицу, единица перейдет в 2, то есть он еще может и перевернуться. График полезно нарисовать. Для первого случая это будет выглядеть примерно вот так. Это у нас var, а это fit. И смотрим, 0 перешел в единицу, а двойка перешла в четверку. Соответственно, здесь получается вот так. И важный момент, значения вне пределах этого диапазона, они просто клампятся, ну то есть получается вот такая история. То есть все, что меньше нуля, все будет равно единице. Для всех значений переменной больше 2 будет просто четверка. Для вот этого, для вот этой истории тоже можем нарисовать, как будет выглядеть. 0 переходит в 3, двойка переходит в единицу. Вот такой график. Собственно, эта функция часто используется в двух случаях. Первый вариант в связке, да, во-первых, есть сокращенная еще запись. Когда у нас, дело в том, что эта функция часто используется для связки с рандомом, да, вот у нас есть rand, да, там считаем мы какой-нибудь rand от ptnum. Да. Вот этот тренд у нас всегда возвращает значение в диапазоне от 0 до единицы. А нам часто их нужно превратить во что-то другое, в скейлы какие-нибудь, во всеты, которые должны принимать значение там от единицы до 2, например. И вот для этого fit часто используется, и когда у нас переменная принимает значение от 0 до единицы, есть сокращенная запись, вот такая, fit 0.1, rand, и дальше новый диапазон, например, просто 1.2. И второй вариант, это когда нам наоборот нужно какую-то переменную, которая меняется в каком-то произвольном диапазоне, привести к диапазону 0.1. Это часто бывает необходимо, когда мы в последующем используем какую-нибудь функцию, которой нужно получить переменную в этом диапазоне. Например, функция ramp, которой мы воспользуемся, да, сейчас. Ей на входе перемен, чтобы у нас ramp работал правильно, да, ей на входе нужно получить некую, ну, как бы переменную, которая меняется в диапазоне от 0 до единицы, и поэтому мы, например, можем какой-нибудь наш distance, да, который у нас там меняется в диапазоне от 0 до 3, приводить к диапазону 0.1, да, и дальше это подавать в наш ramp, в котором там мэпить как-то эту историю. Вот второй вариант применения. Собственно, мы можем этим фитом сейчас воспользоваться, чтобы привести наш косинус к какому-то правильному диапазону. То есть, написав вот так, то есть у нас исходные изменения это минус 1,1, да, диапазон изменений. Вот мы привели к диапазону 0,1. Ну и вот у нас сейчас цвет уже не клампится, не уходит в отрицательные значения. Давайте теперь поговорим про ramp. Полезная довольно нода, которая тоже позволяет нам интересных всяких эффектов добиваться. Так, мы с вами научились добиваться какой-то формы, да, с помощью каких-то аналитических функций. То есть у нас есть некий аргумент, и мы примерно представляем, какая нам нужна функциональная зависимость, да, и исходя из этого у нас логика такая, что мы пытаемся просто из наших, как бы используя набор наших функций, которые мы знаем, подобрать ту, которая вот нам максимально подходит. То есть нам нужно вот какой-то такой рисунок, мы там понимаем, ага, это какая-то там степенная функция. Такой, тоже степенная, но с степенью меньше единицы, синусы и так далее. Но зачастую возникает необходимость иногда какую-то довольно хитрую функциональную зависимость получить. Ну, например, вплоть до того, что вообще какую-то произвольную, которую может быть проблематично сформировать с помощью выражения. Какой-то сложный профиль. Очевидно, что получить его с помощью выражения, ну, довольно сложно. И здесь нам приходит на помощь как раз ramp-параметр, который по факту просто позволяет нарисовать график функции, нужный нам, да, и подав некий аргумент, мы отпэмпим входные значения рампа в то, что у нас нарисовано. Здесь важно, значит, понимать, что рабочий диапазон нашего рампа это всегда 0,1, и поэтому, если мы подаем какую-то переменную, которая в этот диапазон не попадает, например, какой-нибудь distance, да, то нужно привести значение дистанции вот к этому диапазону. Дальше мы можем этот рамп нарисовать, получить нужный нам профиль. Значит, рампы бывают скалярные, тогда это просто число, либо RGB, когда мы мэпим color. То на примере цвета можем для начала. Тогда, да. То есть, например, используем ramp. Для начала подать просто наш dot product, да, посмотреть, что получится. И здесь, чтобы было лучше видно, не знаю, красный, зеленый, синий, да. Так, ну и вот, я не знаю, сейчас видно или нет, но на самом деле значение красного вот здесь клампится, то есть мы уже мягкого рампа вот здесь не видим, именно из-за того, что на этих точках значение уже минус единицы, они выходят за вот эту границу.
Если мы теперь приведем все-таки диапазон значений к правильному, то есть к диапазону 0,1, то вот у нас более правильная с вами картинка получилась. То есть клампы исчезли. Наверное, пример тогда какой-нибудь надо изобразить на сплайновой рампе. Можем, например, взять сейчас просто по координате. X координату подаем сюда. И вот здесь указываем, что у нас рамп сплайновый. И все то же самое. Снова запихиваем значение в Y, подаем в P. Так. Ну вот такая получается история. То есть здесь какой-то можно теперь нарисовать, например, сложный профиль, да, который нам нужен. И вот мы его здесь с вами видим. Соответственно, у нас сейчас весь рамп укладывается всегда в диапазон значений x, ну, 0,1. Если мы хотим ширину вот этого переходика сделать больше или меньше, мы берем просто то, что подается на вход рампы. Ну, видим, например, если я сделаю вот так, то есть диапазон от 0 до 2 приведу к 0 единиц, у меня эта штука станет шире. Можно сделать шире. Можно, наоборот, уже сделать. Можно там инвертировать. И так далее. Значит, дальше можем усложнить этот сетап и вот этим прихватом воспользоваться, то есть подавать сюда не координату, а, например, длину вектора p. Тогда у нас какая-то радиальная история с вами получится. Понятно, что можно какую-то интерполяцию делать, кругленьким и так далее. Следующая функция, которая вот тоже зачастую используется, мы с вами научились делать, ну то есть с помощью рампы, вы видите, мы можем делать какие-то профили. Если мы берем рамп от x координаты, да, мы можем вдоль x координаты получить какой-то профиль, например, вот такой. Если мы подаем на вход рампа, скажем так, вот этот радиус, какую-то дистанцию, да, то мы можем получить профиль, ну, какой-то радиальный. Вот, но по факту в реальных задачах зачастую возникает необходимость получить какой-то хитрый профиль, который, например, идет вдоль какой-нибудь кривой. Каким образом нам получить такой вот профиль, который шел бы, условно говоря, вдоль вот этой кривой? Значит, смотрите, логика здесь какая. Собственно, как и в радиальной симметрии. Помните, когда мы вот этот пример рассматривали, за счет чего у нас получается радиальная вот эта симметрия? Да, то есть у нас, по сути, для точек на окружности, как мы рассуждали, значение функции должно быть одинаковое. Это значит, что значение аргумента для этих точек должно быть одинаковое. И для радиальной симметрии мы увидели, что, ага, это просто радиус этой окружности или там длина вектора p. Здесь логика такая же, то есть мы когда берем вот эту точку, вот эту точку, вот эту точку, для них значение функции должно быть одинаковое, это значит, что и значение аргумента должно быть одинаковое. Но и здесь видно, что одинаковое у них, что расстояние, да, до вот этой кривой. Ну то есть если у нас есть кривая, мы делаем профиль какой-то вот такой, очевидно, да, ну то есть у нас задача такая, да, что вот у этих точек одинаковая не координата, да, не дистанция от какого-то центра, а просто расстояние ближайшее до вот этой кривой. Соответственно, если мы это расстояние до ближайшей точки кривой как-то рассчитаем с вами, подадим в рамп, мы получим профиль, который будет вот выглядеть, по сути, как бы следить за этой кривой, то есть будет совпадать с ее формой. Собственно, дальше эта задача сводится к тому, как вычислить вот эту координату, и здесь просто есть готовые, там их даже несколько, по-моему, функций, но одна из них у нас это функция minPos, которой на вход подается позиция текущей точки, некая геометрия, и эта функция возвращает нам координату точки на этой геометрии, которая наиболее близко расположена к текущей точке. Соответственно, дальше мы это просто скармливаем все в рамп. Давайте просто кривую какую-нибудь. Например, так. Что мы делаем? Создаем minPos, да, на вход P подаем точку грида, а на вход геометрии подаем геометрию со второго входа. И на выходе получаем положение ближайшей точки на сплайне. Дальше можем, например, посчитать между ними дистанцию. Даже уже вот сейчас можем запихнуть C в color. И вот мы видим, да, то есть точки, которые близко расположены, они стали черные, которые далеко, они стали белые. Значит, дальше что мы можем сделать? Например, отфитить эту историю. Так. Да, сделать эту штуку пошире.
Ну и на самом деле пропустить ее теперь через рамп сплайновый, который запихнуть в координату Y. То есть сделать таким образом снова смещение. Так, и смотрите, что получается. То есть мы теперь берем, значит, это у нас нулевые дистанции, это какие-то, здесь двойка. Начинаем приподнимать. И вот у нас с вами такая вот, например, история получилась. Можем сделать ее там как-то помягче. Ну тут надо, короче, настроить. Хорошо. Сейчас. Вот какой-то можно сделать профиль, который будет, ну, то есть соответствовать вот этой кривой. Вспоминаем, да, про деформирование пространства. Мы можем просто к изначальной позиции, да, относительно которой мы ищем расстояние, подмешать какой-нибудь noise. И это даст искажение вот этой картинки. Ну, то есть, смотрите, берем, например, рассчитываем некий noise, там, трехмерный желательно, и просто подмешиваем его к той позиции, которая в минпос идет. Да? И вот у нас там что-то получилось. Дальше нужно там амплитуду, частоту настроить. Может быть, кстати, Санин вариант, да, даже будет лучше смотреться. Давайте его попробуем. То есть Саня предлагает найзить вот эти, ну вот этот, да, максимум получается, мы можем найзить, да. То есть, например, да, константу и к ней какой-нибудь. Да, уже флотовый, естественно, noise тоже можем подмешать. Ну, в целом, да, даже это более адекватный результат дает. Видите, да, то есть можно какой-то вот сложный, да, профиль, но который при этом у вас будет работать именно по кривой. Кривую поправим, да, кривую если подвинем, здесь, значит, оно, да, тут будет прям процедурность. Видите, да, то есть здесь важно именно комбинировать все вот эти вот прихваты, которые мы там посмотрели, да, именно все в совокупности, они дают интересный результат. Можем немножко, например, расширить вот эту штуку. Что можно дальше сделать? Например, мы хотим с вами проработать как-то вот эту историю, вот этот склон именно, да, ну, допустим, здесь пока не трогаем, здесь не трогаем, а вот этот склон мы хотим на него какого-нибудь, например, еще найза дополнительного добавить уже там по нормали. Например, пускай у нас вот это будет история такая низкочастотная, да, теперь мы хотим здесь что-то добавить, какую-то дополнительную фактуру. Ну, то есть понятно, что мы можем сгенерить noise, как его проложить правильно? По масочке. А как масочку сделать? То есть мы можем рассчитать с вами dot product с вертикальной осью. Очевидно, что вот для этих областей он будет равен просто единице, да, а здесь он будет меньше единицы. Ну и перемэпив значение, мы можем выделить, например, вот эту область. Давайте это попробуем сделать. Значит, тут важный момент на самом деле, да, это нам придется делать, видимо, придется сделать следующий воп, потому что в этом вопе у нас есть нормаль только исходная, а деформированные нормали, то есть шейдинги мы бы использовали какой-нибудь этот шейдинг нормал, да, да, здесь, к сожалению, это не получится, то есть мы просто делаем новый воп, делаем dot, считаем его, посмотрим, как он выглядит просто. Ну вот. То есть у нас какие-то значения здесь, ну, меньше единицы, условно говоря. Мы можем теперь прогнать эту штучку через фид. Единица у нас пускай соответствует 0, нулю как раз единица. Ну вот, да. Например, такая история. Причем, смотрите, то еще интересно, что мы можем и эту масочку тоже понайзить с вами. Можно просто в сам подать, вот сложить просто с этим, с дотом. То есть просто в dot noise подмешать. Тоже, мне кажется, сработает. Вот тут просто уже амплитуду лучше подобрать. Так. Ну там дыры какие-то появились. Ну, неважно. То есть в целом как бы, картина усложнилась. И теперь, допустим, вот эту маску мы можем использовать для какого-нибудь найза. Ну, то есть, например, давайте сделаем noise уже по нормали. Для этого можем displace along normal использовать. Какой-нибудь здесь сделать turbulence.
И теперь его просто перемножаем с этой нашей маской. Понятно, что сейчас маска жесткая. По-хорошему, наверное, имело бы смысл ее сгенерить, там, ну, подсгладить, да, отдельным каким-то этим смусом или чем-то, и уже дальше сквозь нее работать. Ну, как бы идея такая. То есть с помощью, в данном случае, дота можно изолировать какую-то нужную нам область. Да, можно рампом. Вообще. Так. Давайте как-то еще подумаем, какие мы можем механизмы использовать, чтобы эту фактуру усложнять. Зачастую, конечно, ну то есть найзами это все здорово, но зачастую у нас возникает необходимость и удобнее, и лучше использовать, например, какую-то тайловую текстуру. Мы можем, ну, чтобы там долго не собирать какую-то сложную историю из найзов, что может быть довольно трудоемко, использовать какую-то просто готовую уже текстурку. Давайте посмотрим, как эту текстуру вообще можно загрузить. Значит, делается это с помощью, тут без сюрпризов, Node Texture. А вот у меня тут есть такая текстура, ну вот, да, то есть некий displacement со следами какими-то. Давайте его загрузим. Значит, дальше, ну, нам нужны какие-то UV-шки. Теоретически мы вместо UV-шек можем подавать и просто, например, XZ координаты. Говоришь, компоненту 0 положить. 0, допустим, то есть сюда 0, 2. Ага. Ну а в третью не важно, да? Так, здесь мы можем взять, например, ну либо, поскольку у нас RGB, нам нужно просто взять одну из компонент, и дальше мы можем снова, ну просто сейчас пока подать это в тот же displace along normal. Да. Да. Получилась каша просто из-за того, что у нас P растет очень быстро, да, ну то есть у нас грид здоровый, и мы из-за этого, нам разрешений не хватает картинки, и поэтому мы возьмем сейчас и просто scale уменьшим. Например, так. Ну вот, но это вот гигантские уже какие-то следы, да. Да, ну и амплитуду тоже нужно, естественно, прибрать. Вот какая-то фактура. Ну и тут дальше, значит, варианты возможны. То есть мы можем ее просто с вами взять, подмешать к нашей... Так. Нашей исходной. Сюда. Да. Да, вот они просто сложились. Теоретически мы, ну то есть если бы мы делали действительно это, условно говоря, как бы это дорожка в снегу, да, то есть там здесь, например, следов быть не должно. То есть нам нужно теперь сформировать, то есть мы можем вот эти следы проложить тоже по какой-то маске. То есть там, ну как ее сформировать, я думаю, тут можно разными способами действовать. То есть можно, вот это когда строится исходный профиль, например, значение рампа. Ну, то есть, грубо говоря, здесь вот этот рамп у нас формирует значение высоты, да. Мы можем сказать, что там в диапазоне значений там от 0 до 0,1, ну, вот эта маска должна быть там единицей. Единице равна, да. Такую вот историю можем сделать. То есть просто наш рамп пофитить. 0,1 соответствует уже 0, а здесь единица. И просто записать это в некую маску. И дальше эту маску здесь подцепить. Да, ну я не знаю, bind export, мы, конечно, тут многие вещи сейчас, да, немножко так галопом, не знаю, все в курсе, про это надо, конечно, отдельно поговорить. Ну, то есть мы инициализируем таким образом атрибут, в который записываем значение вот этой маски. Вот видите, оно где-то там есть. Можно ее, кстати, визуализировать сейчас. Давайте это сделаем. Так. Маска, да? Ну вот она. Вот наша маска. То есть мы выделили вот эту зону, которая нам нужна. И дальше просто берем и примультиплаем с этой маской наш нойз. У нас следы будут только вот, ну, на дорожке. Вот.
вот этой. Снаружи их не будет. Видите, да? В общем, ну вот как-то так. То есть, в принципе, вот тот пример, который мы на первом занятии смотрели со снегом, он плюс-минус вот таким способом и сделан. То есть были некие домики, да, вокруг них был простроен профиль по min-дистанцу, и дальше вы с помощью масок дот-продуктов, да, выявлены нужные области, и эти области проработаны различными нойзами. То есть, например, там, мы, пользуясь аналогичной схемой, можем выделить теперь вот эту зону и на нее проложить какой-то низкочастотный нойз, сделав там, ну, такие сугробчики, да, и так далее, и так далее. Тоже возникла задача сделать следы от полозьев на дорожках, да. Тоже так, ну, это было тяжеловато сразу понять, как сделать, потому что текстуры сложно, потому что у них, у этих следов есть определенное направление, совершенно конкретное. И, в общем, здесь, опять же, на помощь пришла вот эта функция minPos, потому что, по сути, если мы просто добавим, ну, давайте я покажу, вот у нас есть вот этот distance, который получается в результате minPos, и если мы теперь по этому distance рассчитаем с вами некий высокочастотный noise, да, и подадим его, видимо, тоже сейчас куда-нибудь вот сюда, то он примерно сделает, видите, да, такую вот историю. То есть он создает примерно нужный нам рисунок. Меньше. То есть он примерно создает базово нужный нам рисунок, то есть нужное движение. Ну а дальше уже просто необходимо его как-то усложнять, то есть гнуть, добавлять зависимости от каких-то координат еще дополнительных, чтобы эти линии прерывались там, и так далее, и так далее. И в целом, как бы, ну оно так там не супер прям выглядело, но в целом эта схема работала. То есть тоже вот noise просто посчитанный от дистанции. Если возвращаться вот к этому примеру со снегом, да, там использовался на вот этом профиле довольно хитрый тип нойза. Дело в том, что если посмотреть референсы, ну, не знаю, видно или нет, ну, в целом, во-первых, видно, что происходит, да, то есть как выглядит, то есть примерно мы схему как бы сейчас воспроизвели. На самом деле, ну, тут не глубокий сугроб, но дорожки, если вот найти референсы именно расчищенные, там за счет того, что когда их расчищают, этот снег перекидывают, он такими довольно конкретными именно комками падает, и профиль, который образуется, он, ну, не просто какой-то гладкий, нойзовый выходит, ну, как бы такую какую-то структуру имеет, то есть там не просто какой-то нойз, а именно вот какие-то вот такие вот вещи, то есть вот эти комки снега, да, которые ложатся один на другой, они образуют какую-то вот такую историю. И возникла необходимость такую фактуру воспроизвести. Обычными нойзами, типа Перлина, там, Симплекса, это сделать довольно сложно, но есть на самом деле один тип нойза, который похожую картину как раз дает. Это, собственно, вороной. Да, вороной, он так и называется, вороной. Вороной нойз. А аллигатор нет? Аллигатор, он дает круглые пимпы, такие вот. У него довольно интересный внешний вид, который от других нойзов его отличает. И принцип, по которому он формируется. Если вкратце, ну, то есть, многие, наверное, видели, то есть он выглядит, имеет такую, как клеточную структуру, выглядит как-то вот так. Каким образом он формируется вообще, неважно, в шейдинге или еще где-то. То есть у него алгоритм примерно следующий. То есть генерируется некий набор случайных точек, просто в пространстве или в данном случае на плоскости. И далее, ну, то есть как вот в шейдере, когда мы находимся, я уже говорил, что задача у нас для текущей точки, для абсолютно любой произвольной точки, выяснить, какого она цвета или что с ней происходит. Вот эти точки, которые генерируются, это, ну, некий извне поданный массив или набор, который фиксированно в шейдере генерируется при любых условиях. А вот для текущей точки в паттерне Воронова происходит следующий анализ. Он находит ближайшую точку, то есть у него есть несколько параметров, скажем так. Он находит расстояние до ближайшей точки. Ну, на самом деле, в самом простом его проявлении это и все. То есть он просто возвращает расстояние до ближайшей точки.
Но если это расстояние визуализировать, оно довольно интересную форму принимает. Дело в том, что если мы рассмотрим место, где расстояние до двух соседних точек становится одинаковым, то он здесь будет равен нулю, расстояние от этой точки до точки из этого массива ближайшее равно нулю. Потом начинает расти до некой величины линейно. Ну, то есть там, если профиль рисовать на этом промежутке, он растет. Потом достигая этой величины, он уже, ближайшая точка становится вот этой, и он начинает спадать. За счет этого у него формируются некие острые грани. И в этом месте, вот между вот этими двумя точками, можно провести линию, где каждая точка на этой линии будет равноудалена от этих двух. Если провести эти линии между вот этими всеми ближайшими точками, то можно предсказать, как будет выглядеть этот нойз. Здесь перпендикуляр, здесь. У него образуется такая, похожая на клеточную структуру, которую можно каким-то образом использовать. Значит, это расстояние до одной точки. Есть еще расстояние до второй точки. То есть, когда мы вот здесь находимся, у нас ближайшая точка вот эта, но мы можем взять расстояние до второй ближайшей точки. Исходя из этого, тоже посмотреть, какая структура получается. Значит, у нас есть уже готовые эти функции. У него вот несколько, на вход подается позиция, а на выходе вот у него есть dist1, dist2, near1, near2 и некий seed. Значит, dist1 это расстояние до ближайшей точки, до первой ближайшей точки. Dist2 это расстояние до второй ближайшей точки. Near1 и near2 это, собственно, сами координаты этих точек ближайших. Координата первой точки и координата второй точки. Seed это некая случайная величина, которая присвоена каждой точке, которая была сгенерирована. То есть, если взять просто расстояние, допустим, dist1, то мы получим вот такой вот паттерн. Собственно, вот в районе точек он равен нулю, там, где он равноудален от них, то есть оно формирует какие-то линии. Этот паттерн мы можем фитить, например, чтобы получать какой-то нужный нам узор. Если вот эти значения меньше, чем расстояние, то вот формируются такие кружочки. Значит, и мы можем их также сдвигать. То есть, если мы возьмем dist1, он получится вот такой. Тоже, в общем, интересная картина, но немножко не то, что нам нужно. При этом, если ее вывернуть наизнанку, то она как бы вот такую форму приобретет. Есть расстояние до второй точки. Оно выглядит, будет как паттерн. Вот так. Собственно, вот оно довольно сильно отличается по внешнему виду от того, что было. И, соответственно, если мы его применяем как позицию, то выглядеть оно будет вот так. Это уже лучше, да, но все равно не совсем то. Нам нужно сделать камни. Нам нужно, чтобы они были более-менее острые. То есть они лучше с этой стороны, но все равно на камни так похоже, весьма условно. Магия, собственно, происходит, когда мы вычитаем из одного расстояния в другое расстояние. Вот эта вот фактура уже становится больше похожа на камни. И, допустим, еще что, кстати, было сделано, если, то есть вот помните, я говорил, есть значение seed, которое присвоено каждой из этих точек, которые там сгенерированы. Если взять какой-нибудь рант от этого сида и по нему покрасить, например, просто сейчас, мы увидим, что каждый наш этот камушек своего цвета получается. По-моему, мы там делали следующую историю. Мы можем вот этот рант использовать следующим образом. Как некую случайную величину. Когда он возвращает одномерное значение, то есть просто случайное число некое возвращает. И мы это случайное число просто сравниваем с каким-то пороговым значением. То есть есть функция compare, которая просто сравнивает одно число с другим. То есть если оно, допустим, больше, чем 0,5, что означает, то есть у нас было сгенерировано много случайных чисел. Каждая из них от 0 до единицы равномерно распределено. Если мы вот так вот сравниваем, то получается половина из них будет равно нулю, а половина будет равно единице. Если мы это значение просто умножим на амплитуду, вот эту, которую мы подаем, то половина камней пропадает. И это значение, то есть мы можем варьировать. То есть побольше камней, поменьше камней. Можем взять еще один нойз, например, немножко с другим сидом. У него еще, можно офсет сделать. И положить их друг на друга. Таким образом можно добиваться довольно интересных результатов. То есть вот эта вот идея была в том, что это похоже на торчащие камни из чего бы то ни было. А, собственно, почему вычитать? То есть у нас было вот здесь значение функции равно нулю, а здесь равно какому-то числу. Одному и тому же на всем этом промежутке. Здесь опять 0.
если мы находимся на вот этой линии, то расстояние до этой точки и до этой точки у нас одинаковое. При этом эта точка является первой ближайшей точкой, а это второй. Если мы вычитаем из вот этого расстояния вот это расстояние, то у нас в этой точке становится 0. То есть мы как бы все вот эти линии делаем равными нулю таким образом. Ребро где-то посередине образуется. Оно не где-то, оно всегда образуется посередине между точками. Максимум проходит через сами точки. Через сами точки, да. И расстояние до вот этой точки, где равно нулю, там будет максимум, там будет пик этого камня. А значение его будет в зависимости от того расстояния до ближайшей к нему точки. Поскольку вот эти границы ограничивают ближайшую точку, то есть как бы все, что внутри этой границы, ближе к этой точке, чем к любой другой. Соответственно, мы, используя вот этот сид возвращает тоже как бы значение, которое присвоено ближайшей точке. Он, получается, при переходе через границу перескакивает на значение, которое хранится в этой точке. И поэтому мы можем как бы, то есть каждый этот камушек отдельно видеть. Почему, например, вообще нам стоит понимать, как работает noise вот этот, несмотря на то, что нода у нас уже есть? Дело в том, что мы можем собирать его самостоятельно. Для этого вот нам понадобится, наверное, вот point cloud, таким образом задействовать. То есть мы можем вот эти точки, которые внутри этого нойза генерятся, я сейчас не буду там объяснять, как они фиксируются, там несколько циклов, там не сильно сложно, но сейчас надолго это просто. Мы можем, по сути, подать вот в этот шейдер точки самостоятельно. Но можем на самом деле и минпозом воспользоваться, просто подав массив точек скаттеренных. И получить самое простое вот это расстояние до первой величины. Нам нужно сгенерировать некое количество точек и их сюда подать. Значит, и здесь так, нам не надо, а вот это надо. Near point есть, как правильно заметили, функция, в которую мы подаем input второй. Она нам будет возвращать индекс точки. Пусть будет import point атрибут, ладно. Они сработали. Да. Собственно, это вот паттерн, который получается в результате, то есть опираясь на вот эти точки, которые вернул скаттер. То есть если он будет более без релакса, допустим, более случайный, то эти величины будут другие. Поскольку мы управляем тем, как распределяется скаттер, мы можем получить более интересные формы, собирая этот нойз как бы вручную, просто управляя тем, как распределяться наши точки. Например, следующим образом. Если мы сгенерируем некую маску, то есть возьмем просто noise, сделаем fit. Я хочу, допустим, чтобы вот в этих зонах, где белые были точки, а где черные, точек вообще не было. Единственное, что сохраняем не в CD, то есть в CD можно просто смотреть, удобно, а так нам нужно сохранить в атрибут какой-нибудь флотовый. Логично, если он будет называться density, что означает плотность. Там, где черная, там плотность равна нулю, там, где белая, там плотность равна единице. И используя этот атрибут плотности в скаттере, мы можем распределить точки таким образом, что они будут только в этих зонах. И когда мы будем генерировать паттерн Воронова по вот так сгенерированным точкам, то получится довольно интересная картина. То есть вот такой картины уже добиться, используя функцию вот эту, не получится, потому что у них предопределенный набор этих точек. В принципе, можно из этого всего тоже сделать камушки, используя point cloud, и получить расстояние до второй точки ближайшей. Там нужно просто брать две ближайшие точки и смотреть на вторую. Или near point. Это же near point, который массив, да. Там сейчас массив. Вычислить В общем, границы ячеек. Границы ячеек, как раз, когда мы вычитаем одно из другого, мы получаем на границе значение близкое к нулю. Если мы этот результат отфитим, то есть от нуля до ширины, которая нам нужна, мы получим маску границ ячеек. Давай покажу. Вот возвращаясь вот сюда, где у нас есть разница вот здесь, subtract. Если мы подаем, она получается вот такая вот картина. Если мы возьмем fit, то вот таким вот образом мы можем получить границы ячеек. Тут еще важно понимать, что точки, которые использует этот вороной, они сгенерированы не на плоскости, а в объеме. То есть они как бы случайным образом сдвинуты. Или лучше джиттер. Вот этот джиттер, он как раз смещает, то есть сначала точки генерируются гридом, таким равномерно распределенным. Вот он как раз этот грид и выстроит. То есть вот так. Сейчас вот расстояние до то есть точки стоят в центрах. Джиттер смещает эти точки на случайную некую величину. И джиттер по Y тоже смещает их, получается,
вне границ плоскости. В нашем случае это не нужно, поэтому лучше его обнулить. Так как бы, ну, величина варьирования от 0 до единицы этого джиттера. Дальше он не будет иметь эффекта, он там, скорее всего, внутри клампится. Полученные таким образом паттерны можно как минимум забейкать в текстуры и потом использовать. Мы можем комбинировать все эти вещи с тем, что мы уже проходили. Например, засунуть это все в рамп. Такой-то. Фитон его уже обрезал. Ну, то есть можно довольно сложные формы получать. Можно и простые. Наверное, на этом пока все.